Здравствуйте, братья и сестры! Вы смотрите очередной выпуск нашей программы «Беседы у камина», и я ее ведущий Александр Карманов. В данной программе архиепископ Сыктывкарский Коми-Зырянский Петерим отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете нам через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». Итак, мы начинаем. Здравствуйте, владыка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Божие всем благословения! По традиции хочу сначала спросить, как ваши дела, какие новости? Очень хорошо, слава Богу. Сейчас переживаем вместе со всей церковью дни Великого Поста. И, конечно, молимся согласно устава и осуществляем все епархиальные проекты, то, что запланировано на этот месяц. Угу. А что именно сейчас у вас запланировано примерно? У меня поездка по епархии, это город Ухта, Сосногорск и так далее, и посещение ряд социальных учреждений. Сейчас идет Великий пост. Что нужно делать православному христианину? Не только ведь молиться и поститься, а что-то еще и физическое необходимо. А в посту особенно размягчается наша душа, и она должна принять такое духовное питание. Понятно, что мы причащаемся, это самое главное, но есть еще Слово Божие, это чтение книг духовных, и посещение в темнице сидящих, в больнице лежащих или дома лежащих больных. Я сотрудниками епархии посетил исправительную колонию ИК-25 в городе Сыктывкаре. Еще намечаю посетить Ухтинские исправительные колонии и посетить ряд милых и добрых людей, которые мне очень близки. Недавно я посетил Свириткина Виктора Николаевича, заслуженного работника Республики Коми, режиссера, и нашего сотрудника, основателя Вифлеемской звезды, работника, скажем, от России православной, и прекрасного человека прежде всего, но болезнь продолжительная, и я посетил. От этой встречи очень прекрасное было чувство хорошее. Например, Великую Субботу, он уже год не выходит из квартиры и рассказывает, как с супругой провели Великую Субботу. Посмотревшие на телеэкране снисхождение Божественного огня, они зажгли свечи, а у них тоже эти свечи есть иерусалимские, по 33 свечи в пачке, зажгли и умывались этим огнем, он оказался не жгучий какое-то время. И показывали даже ковер, еще никак не счищается от этого воска, но умывались огнем, и это было очень приятно, что Бог везде сущий, Он может творить чудо, как в Иерусалиме, так и в Сыктывкаре. Спасибо. Насколько я знаю, уже продолжительное время икона святого Пантелеймона мироточит. Как это началось и как Да, это уже более года. Она начала мироточить на Троицу, на Духов день даже, и ни разу не прекращала мироточить. Мы снимаем ватками, наполняем, провирки и раздаем людям, просим, чтобы молебны заказывали Пантелеймону на исцеление и мазались этим святым маслом. То есть это чудо Господне, присутствие Божие, явно присутствие Божие среди людей. И доказательство тому, что Бог, Дух Святой, освящает такой предмет, как масло. И недаром апостолы, собравшись, осветили масло, и оно стало называться миром. И это мира путем разбавления дошло до наших дней, и им помазывает людей во время Святого Крещения, сразу миром на челе, на груди, на руках, ногах, то есть, чтобы Господь просвещал ум человека на добрые дела, руки, и чтобы ноги шли по правильному пути.
Вот такое богодухновение, богоприсутствие наблюдается через это мироточение и через эти вот чудотворные иконы. А у нас еще есть икона из Афона. Ее нам милостиво привез, доставил, то есть в республику, глава республики Сергей Анатольевич Гапликов. Она прошла у нас еще и до Воркуты поездом, вернулась в собор, сейчас на постоянном месте в нижнем пределе кафедрального Стефановского собора. Люди прилагаются к ней как к чудотворной, получают исцеление. А, кстати, как продвигается процесс постройки звонницы? Звонница у нас продолжится в дни Светлой Седмицы. Мы этого очень желаем. Сейчас заканчиваем выдавать долг, заработная плата рабочим, и покупаем арматуру, и уже вовсю начинают сварщики работать над хозяйственным этажом цокольным. Он будет стоить 4 миллиона. Ну и потом, даст Бог, уже положим кирпичи. Кирпичи уже часть есть. Вот только наша регент Северной Лиры, это 3-й хор нашего кафедрального собора, 5 поддонов кирпича пожертвовала. Хороший пример. На кирпичах мы пишем имена родственников и будем залаживать в эту прекрасную колокольню. А правда то, что можно в церквах, даже вот в нашей вот епархии, управлении епархии, можно приобрести, так скажем, кирпич, пожертвовать кирпич, и там также вот будет отмечено имя. Тоже, пожалуйста, можно привозить кирпичи, жертвовать, если они по размеру не подходят, их могут заложить во внутренние кладки. То есть, пожалуйста, кто с чем сможет пожертвовать, приносите, привозите. Если даже это не будет пригодно, мы можем обмен сделать какой-то товарообмен и все равно внести в строительство нашей звонницы колокольни. Вот многие интересуются, не все, в основном мирские люди, которые, возможно, далеки от церкви, не все точно понимают, а что такое звонница и для чего она нужна. Звонница, это освященные колокола, тимпаны еще называются по старинному названию. Есть вместо колоколов било, это доски такие, особенно высохшая доска, по ней тоже другой дощечкой стучат по взову на обед в монастырях. Да? Но звон, он освящен именно исторически, еще в дохристианское время. Это были органы, то есть различные инструменты, наподобие псалтерей или лир, это от царя Давида, и вот, примитивные, конечно, но тимпаны или колокола, то есть хвалите Бога в тимпанах доброгласных, говорится, да? То есть уже некое такое подобие современных колоколов было, это, так сказать, давно, и это все-таки инструменты, которыми прославляли Творца, Бога. Все-таки все эти предметы, они имеют религиозное начало, потом уже стали применять в миру их. Так, скажем, как и ноты были 1000 лет назад, именно изобретены одним монахом. То есть это очень интересно, что вот это до еще, после немножечко, вот ре ми фа соль, они уже существовали 1000 лет назад, потом преобразовались. Нотоносец сначала одной линии нотоносца не доставало, но все-таки это нотоносец современный, это начало монашеское. А вот еще вот про звонницу. Насколько я знаю, там будет еще располагаться воскресная школа. Да, 2-й этаж, 4 класса воскресная школа, на 1-м актовый зал. Предусмотрены для инвалидов санузлы, а также лифт на 2-й этаж, смотровая площадка на самой звоннице вверху, где будут колокола, чтобы люди могли полюбоваться нашей рекой Вычегдой. И, конечно, там будет не только воскресная школа, возможно, будет преобразована в мини-гимназию начальных классов, но в расписании дня могут проходить разные встречи, например, библейские курсы для взрослых и так далее. Вот вы озвучили еще и, возможно, гимназия. То есть это может уже низшую степень образования заменить? Или да, это совершенно верно. Вот гимназия,
Это общеобразовательные предметы с компонентом православия, как мы называем закон Божий. И, конечно, другие предметы, которые бы были наполнены духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Мгм. А ожидается в перспективе то, что, насколько я знаю, у нас епархия учат на дьяконов, и вот то, что тоже будет уже такое вот училище. Для так этого скажем. у нас есть центр по подготовке церковных кадров, катехизации и миссионерства. Вот он уже у нас работает с прошлого года. Мы готовим, кстати говоря, и для второй епархии нашей республики Воркутинской туда кадры. То есть там учатся на дьяконов. И я думаю, что этого пока достаточно для нашей епархии, которая малочисленна, надо сказать, так как и весь народ у нас, республика, не превышает 1 миллиона населения, поэтому у нас достаточно все-таки иметь вот такого характера учреждения, как раньше было духовное училище. Мгм. А какие сейчас в основном, так скажем, трудности, проблемы встречаются вот у церкви? Сейчас проблемы самые главные – это качественная проповедь, чтобы пошла еще одна волна все-таки в храм, прилив, и удержать потом этот прилив. Поэтому у нас продолжают люди, то есть священники, церковные работники, продолжают образование, повышение. Это и в семинариях, у кого не закончено, в академиях, у кого академии нету. Вот курсы повышения квалификации священников сейчас патриархия тоже такое нам дают, такую возможность дают в Москве. Ну и, конечно, это стремление ко всем молитвенным домам в обязательном порядке привязать способные помещения, подсобные, именно чтобы там проходили эти курсы образовательные для прихожан. Это называется у нас сейчас агапы, то есть такие утренники любви или вечеры любви, чтобы люди приходили и общались, изучали Библию, подготавливались к праздникам Пасхи, к Рождеству и так далее. Но вот такие помещения не везде есть, к сожалению. Ну и у нас в Центре православия при Кафедральном соборе, это у нас Центр православия почему-то считается, тоже недостаточное еще количество помещений, хотя вот мы сейчас воскресной школой 80 человек ютимся в зданиях в виде балка, вот такого строительного, но он большой, довольно-таки просторный, но все равно это здание балкового такого типа, хоть и сертификационное, оно соответствует госстандарту, значит, по санэпидстанции и прочее, но все-таки это не то, что вот мы хотим, чтобы у нас настоящий был актовый зал и классы. Но продолжает действовать помещение соцотдела, где мы собираем вещи полностью для людей, нуждающихся в одежде, в обуви, и в особенности для матерей молодых, это и памперсы там для детей и так далее. То есть социальная работа у нас ведется. Хотелось бы еще ее расширить, привлечь как можно больше людей доброй воли, потому что сейчас, знаете, кризисное состояние в этом плане, и не так-то просто финансы приобрести, но все же стараемся привлекать какие-то средства, пусть даже это не финансовые, другой раз, а материальные, в виде вещей или продуктов питания, и помогаем людям. Вот вы уже достаточно много лет, действительно много лет, вы правящий архиерей епархии. Какую тенденцию вы наблюдаете? Раньше люди больше шли в церковь и верили в Бога, или все-таки сейчас? Сейчас людей несравненно больше. Невозможно представить количество людей, как было раньше, один храм на всю республику, пусть он даже был битком, но один храм. А сейчас у нас полные храмы, а их под 170, даже с лишним, и все-таки 130 священнослужителей. И эти храмы у нас полные на праздники.
Мы еще продолжаем строить храмы и часовни по всей республике, ну, по нашей епархии. Теперь уже другая епархия в Воркуте у нас находится. Но все-таки в храмах стало намного больше людей сейчас. А вот что происходит сейчас с епархией? То есть улучшение, и что нового появилось с начала, скажем так, вашего правления? И вот сейчас что вот изменилось? Вы знаете, некоторые видят, что что-то изменилось, так сказать, в худшую сторону. И причем прямо противоположно мыслят, вот как я мыслю, да? Ну, например, у нас вот старообрядчество. А в наш храм, например, старообрядцы в наши храмы в разы приходят больше, чем они приходят, скажем, в Уссыльевский храм по воскресеньям. Там, ну, бывает 15, ну, от силы 30 человек. А даже в Уссыльму, когда в православный инохрам я когда-то приезжал, когда это моя епархия была, то было 100 человек, у старообрядцев 15 человек параллельно только стояло. Но вот по всей республике, ведь у нас старообрядцы, мы им не запрещаем двуперстием креститься, приходят и приходят в наши храмы. Это очень радует. Поэтому, когда думают, что за вот этим движением старообрядческим, как светская власть, как проводились эти реформы. Нельзя их проводить насильственным путем, но этого пути и не настаивала церковь. Вот. А то, что как только церковь провозглашала вот какую-то истину, да, горе исполнительные в виде, вот, скажем, чиновников, непрямой, скажем, восходящий, не от самого императора имеется в виду, исполняли это и звон плохо, и в извращенном, искаженном состоянии. А другое дело, что и старообрядцы это прекрасно видят, что много толков, много книг различных, все разные, к единству они там не могут прийти, между собой старообрядцы совершенно не дружат многие, потому что беспоповцы, поповцы, разного толка. Вот. Но церковь наша дает возможность всем старообрядцам приходить в храм, креститься двуперстием, коли этого не желают. Вот. И, кроме того, единоверческие церкви наши, Московского патриархата, они именно всю службу проводят по-старообрядчески. Угу. А вот насколько много, так скажем, старообрядцев в нашей республике? Насколько развито вот это? Их не так уже много. Их, может быть, пару сотен, те, которые практикуют, но их немного. Но мы считаемся, что они есть и что это наши братья во Христе. Угу. Спасибо. Вот. Задает нам вопрос Виктория. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Скажите, пожалуйста, встречаюсь с неверующим парнем, который отрицает церковь и против церковных таинств. Он говорит, что в Бога никогда не поверит, пока будет в здравом уме. Я же верующий человек и хочу далее быть такой. Он это принимает и не против этого, но иногда будто хочет навязать мне свое мнение, что церковь это чушь, и если Бог есть, то достаточно, чтобы он был в душе. Он говорит, что детей воспитывать в православии не будет, что даст право самим детям выбрать свой путь, свою религию. Стоит ли выходить замуж за такого человека? Я думаю, что, конечно, этот человек ведет себя оскорбительно по отношению к девушке. Это так же, как приходишь посмотреть картину в музее, у тебя свой есть взгляд на эту картину, а ты можешь ее воспринять, а может нет. А для тебя ты свободен ее критиковать, эту картину, не оскорбляя автора, там сказать, и людей, но ты это имеешь право. Так вот, когда навязывается эта картина как что-то шедевральное, да, а когда говорят, ну скажут зрителю, туристу, что кто не понимает эту картину, то этот человек не в здравом уме. Каждый, кто на нее посмотрит, здравомысленный, скажет, что эта картина вот вызывает такие-то, такие-то чувства. А если у человека противоположное чувство, то получается, то его заранее уже оскорбили, что он
не в здравом смысле, не здравомысленный. Так мало кому нравится, кому-то горькое, кому-то нет. Кому-то нравятся специи, кто-то, у кого-то аллергию вызывают. Но это к здравомыслию и нездравомыслию, в общем-то, во-первых, не должно относиться как бы. Хотя, конечно, псалмопевец Давид говорит: «Сказал безумец в сердце своем нет Бога», то есть неверующего человека назвал безумным. Но это потому, что он видел действительно, что подавляющее большинство верующие люди. Так что это они все не в здравом смысле, не в здравом уме находятся. Как раз-то большинство людей, они здоровые. Как раз и их здоровье подтверждает, что они все верующие люди. Просто другой раз вера есть воцерковленная, да, практикующая, а другой раз человек пока не приходит в храм, зная, что Господь уважает его свободу. Но если придется за эту веру пострадать, то даже человек, не ходящий в храм, может быть, ходящий один раз в жизни или один раз в год, он идет и за веру Отечества жизнь свою даже полагает. Поэтому не надо говорить так, что вот верующие, а верующие практически все люди земного шара, да, и что это, в общем-то, поверить, как они, скажем, вот все, это значит, с ума сойти мне нужно. Это, конечно, неправильное рассуждение. Вот есть такое таинство соборования. В чем оно заключается и для чего оно нужно? Соборование – это, опять же, о масле мы говорили, масло, освященное священником. Это не то масло, которое освящали апостола, и дошло до нашего времени, оно называется по-другому немножко, то есть миром, а это масло, освященное священником. Соборовали обычно в старину 7 священников, потому что считается, что 7-е таинство соборования, одно из 7 таинств, вот 7 священников. Там читается, кстати говоря, 7 разделов Евангелия, 7 разделов апостолов, и молитва читается 7, то есть такое седмичное число. Но вот так как священников не хватает, это соборование может и один священник, но сказано у апостола Якова, что если кто из вас заболеет, пусть призовет священника, и по молитве этого священника бывает исцеление. То есть бывает. Практически это часто случается, но бывает и не исцеляется, если человек, но где-то сам не домолился, или священник. Но это бывает исцеление. Вообще-то мы не можем об исцелении говорить, что по исцелению только физического тела, а ведь есть еще нервная система у человека. То есть вот так вот. Человек соборуется, и по апостолу Якову бывает исцеление. В крайнем случае, в большинстве своем все люди говорят, что им стало легче, или даже люди исцелились. Собороваться практически во всех возрастах, кроме вот до 7-летнего возраста, соборуется. Дело в том, что соборование, оно еще в прощение забытых грехов, тех, которых человек по физической какой-то немощи не может вспомнить. Это хорошо, когда человек помнит все о себе, да? А если человек забывает, и он часто замечает, что вот ему напомнили, да, я вспомнил, и такое было. Но вот забывчивость. При соборовании вот эти забытые грехи по нашему, так сказать, забытию прощаются. Такие грехи при соборовании. Это тоже очень важное таинство поэтому. Но собороваются очень часто люди при смерти. Но это не значит, что вообще все люди, если уж соборовать позвали, что человек умирать собрался. Это только у католиков такое рассуждение есть. В православии, я говорю, от 7-летнего возраста и выше, соборуется ежегодно в дни Великого Поста. Пожалуйста, соборуйтесь. И также, кроме этого возможного один раз в году соборования, собороваться можно 2-й раз, как крайний случай, или 3-й раз от совершенно новой болезни. Но мало ли вот эпидемия гриппа, соборуется человек, или там мало ли поранился, трудно пережить операцию, там соборуется. То есть такие положительные моменты, когда 2-й, 3-й раз там соборуется. Но в основе своей просто так вот пособороваться можно 1 раз в году.
А вот есть такая категория людей, которая все равно так или иначе стесняется рассказывать о своих грехах священнику. Если он, например, этот человек потом пособоруется, будет ли прощен этот грех, или он будет как... Нет, это только прощаются забытые грехи. А стесняться не нужно. Мы же ведь к врачу идем, не стесняемся показывать свои раны. А только стесняться будет, потом раз и умрет от того, что не оголил свою рану перед врачом. Так и здесь. Но для этого человек едет в монастырь, к какому-то старенькому священнику, ему исповедуется, который его и не запомнит, и грехи его не запомнит. Да. Вот. Бывает и так, что вот если уж такой совершенно человек, но он должен тогда подумать, что значит, очень гордый. То есть вот он настолько гордый, что даже не хочет уважить своего священника, именно того, с его прихода, так сказать. Вот. Но даст Бог после того, когда он попрактикует на дальнем каком-то приходе, поисповедует свои грехи, вот, даст Бог, потом придет к нему совесть, так сказать, ведение, что не нужно стесняться, что священник — это все-таки врач духовный, и надо оголять свои духовные раны. Угу. Спасибо. Задает вопрос Алексей. Добрый день, батюшка. Есть семинаристы, отстригающие волосы и стригущие, от чего это зависит. Также есть священники, стригущиеся и наоборот. Почему же не разрешают отращивать? Кто для Бога будет лучше, человек с длинными волосами, отдавший свою жизнь, спасая ребенка, или с короткими волосами? Это разницы никакой не имеет. Это волосы длинные носили Назареи. Времен Иисуса Христа Христос носил тоже. Ибо Назарей наречеся, то есть вот такое хождение перед Богом как постоянное служение, когда человек волосы таким образом отращивал, это было объяснение, не надо было лишних слов, почему человек не участвует в том-то, пятом, десятом, что могут позволить остальные люди, чрезмерное, там, скажем, веселье и так далее. Вот. И поэтому все видели, что вот длинные волосы, он Назарей, то есть, значит, вот как-то будет особенно себя сдержанно вести. Но если человек и постриг волосы, но его знают человека, что это он священник, естественно, может быть по бороде, короткой бороде, длинной бороде, без разницы. Волосы требуют тоже за собой ухода. Вот длинные волосы, они колоссального ухода требуют. И не каждый далеко может за ними ухаживать. Ну, если волосы такие длинные есть, и они хорошо растут, то слава Богу, пускай будет и борода длинная, и волосы длинные у священника. Это вот как раз образ Иисуса Христа будет. А священник вообще несет на себе образ Иисуса Христа. Вот, скажем, при богослужении, надев ризы, там прямо показывает же, что вот Христос идет на общественную проповедь, вот он идет на заклание, да. То есть это знаменует собой каждый выход священника из священного алтаря, там, скажем, да, при богослужении имеется в виду. То здесь, если у священника не растут волосы, лысые и так далее, то понятно, почему он тогда в порядок приводит свои волосы. Но 3 волосины там висят, их нужно уже не растить до пояса, а уже надо за ними просто следить. Также и борода, коса растет, или один бок растет, другой нет, значит, подравнивает, второй корректирует, в этом греха никакого нету, а только добро. Потому что человек не должен искажать Божий вид в себе. Да? Если даже помогает в этом пластическая операция, если уродливое лицо, перебитый нос вообще на бок смотрит, там врачи могут выровнять, почему бы нет, да, и так далее. Там заячья губа, мы прекрасно знаем, что лечится медицински. Так и здесь священники и монахи, у которых есть какой-то непорядок с волосами, они могут их постригать и следить, чтобы приносить опрятный вид. Но общепринятости в церкви, чтобы брились священнослужители, нету, потому что все-таки остается задача, как можно максимально приблизиться к вот образу Иисуса Христа. Вот кому мы, за кем мы идем, и что мы знаменуем собою. Но не получается, люди прекрасно же это знают, что не получается этот образ нести. Волосы наполовину выпали, человек корректирует. Коррекция, а то уже на усмотрение этого священника. И мы не имеем права его судить, как он. А вот, например, усы предусматривает
наш чиновник, то есть богослужебник, почитают пускай в конце каждый, что должен подрезать усы, чтобы ни в коем случае эти усы не окунались в чашу с причастием. Мы же ведь священнослужители пьем именно с чаши, как со стакана, как с кружки, да, пьем. И мы можем туда, если длинные усы будут, опускать свои усы. Это категорически запрещено. Должны корректировать усы, подрезать. Вот это же доказывает то, что и остальное, и бороду, все мы можем корректировать, если они неблагообразны. Спасибо. Задает вопрос девушка без имени. Батюшка, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о чтении псалтыри о усопших по Петру могиле. Есть псалтыри, они продаются в церковных лавках. Это псалтырь не простая псалтырь, она псалтырь с последованием. То здесь учить вот заочно и нет никакой особенной возможности. Вы открываете псалтырь с последованием, и там будет разделение, скажем, на кафизмы, и по каждой вот части этих, так сказать, псалмов, вот несколько псалмов, потом послесловие такое молитвенное идет, слава и ныне. И там прямо написано, что, например, на славе поминаются люди или за здравие, или за упокой. Потом заканчивается поминание общей молитвой. И так после следующей череды этих псалмов. Вот это нужно именно такой особый псалтырь иметь с последованием, а не просто как вот научить. Откуда я могу научить вас, если там молитвы прибавляются? То есть это надо иметь именно псалтырь с последованием. Спасибо. Задает вопрос Елена. Добрый вечер. Слышала фразу одного православного священника о том, что любовь к человеку является следствием любви к Богу. Я в смятении, так как не чувствую любви к ближнему, означает, что и к Богу нет любви. Лицемерие, ведь одно вытекает автоматически из другого. Владыка, что посоветуете? Я не знаю, как следствие или не следствие, но человек – это образ Божий каждый, да? И как мы вот его любим, того, кого видим, непосредственно общаемся, и как мы можем сказать, что мы его любим, Бога, то есть, если мы вот это, кого ощущаем прикосновением своим, не научимся любить, да? То есть это надо научиться. Вот если девушка не любит ближнего своего, любого, старого, молодого, не любит в вежливом обращении, в готовности помочь ему, так этому надо научиться. И вот когда ты этому научишь, до этого, после этого ты ощущаешь, что любишь Бога, но ты не можешь сказать, что ты его любишь, пока ты именно так отзывчиво не будешь проявлять себя к человеку. Даже такого собирательного характера, образа. Не привязываться к одному кому-то, да? Потому что тут странного ничего нету. Как говорил Господь Иисус Христос, говорит, ибо и разбойники то же самое делают. Благотворят, так сказать, благотворящим, да? Или своим сообщникам, разбойникам. Какая тут такая является любовь в отличие? А вот именно помогать всем и вся, да? И любить всех и вся. По возможности помогать, имеется в виду, может, даже словом добрым, просто ласковым словом. Но все же таки, вот это любовь, которой мы учимся на ближнем. И потом мы видим, что если у нас это получается, значит, можно сказать, что получается и любить Бога. Вот есть такая фраза «возлюбите врагов своих». А как вот, если, на самом деле это трудно сделать. Да. Эта фраза только называется любовью, потому как эта любовь, слово «любовь», оно не имеет оттенка. Вот какого-то слова любви обязательно должно быть прилагательное. Да? Любовь к кому? К матери, любовь к родине, любовь к девушке, да? Супруге и так далее. Любовь к врагам. То есть любовь к врагам предусматривает такого дипломатического отношения, доброго, которое бы располагало всегда их, что ты не будешь нападать первый, что ты всегда хочешь заключать мир, да, что ты человек добросовестный, что ты человек слова. Да. Вот почему у нас, когда русско-японская война была,
И вот японцы поставили в памятники нашим офицерам, потому что они видели, что это честные люди, но в то же время показали, что они тоже люди чести. Да? Вот это проявление человеческой любви. Это элементарно человечность, высокая человечность в человеке. Поэтому любовь к врагам, вот в данном случае они друг другу были враги, наши и японцы, да? Но вот проявлена такая любовь, я считаю, закончилась война, и всегда готовы к защите Родины, что та половина, что та. То есть, а врагов своих любят. Любят тем, что подтверждают, даже памятником подтверждают, что уважают, да? То есть это больше такая любовь уважительная, я бы сказал бы, чем та любовь, которая к своей матери, к брату, сестре. Мгм. А вот в чем заключается суть фразы «ударили по правой щеке, поставь левую»? Что вот в этом заключается? Вот действительно, если вот на улице кто-то дал тебе пощечину и попросить его ударить еще и в другую? Но тоже вот то самое получается, что и любовь здесь именно такого характера, привязанного к кому-то. То есть это любовь подставить щеку именно привязывается к своим ближним. Родственная связь или духовная связь, христиане, община. У каждого есть своя истина, да? Хотя истина одна, но у каждого до прихода к совершенству своя истина. И надо научиться вот как-то именно уступать друг другу. Но и бывает такое, что не удержатся, один другого пощечину ударит. Такое было при спорах, скажем, даже на Вселенских соборах мы видим. Но если бы, например, злочестивый Арий не укостенел бы в этом злочестии, ну, подставил бы Николаю Чудотворцу вторую щеку, да? Но он этого же не сделал, то есть прямо показал, что еретик еретиком остается и, так сказать, и заповедь и эту даже не соблюл. Так и здесь люди должны все-таки и в прямом, и переносном смысле подставляют щеку именно для тех, кого они любят. Этим самым показать, что до этого нельзя не спускаться. Вот ты меня ударил, а я тебя не ударю. Но не потому, что я это не могу. А уж если мне надо будет твою жизнь спасать, то я с автоматом тебя буду защищать и убью того человека. Уж врагу тому не подставлю щеку ни за что. Так что это такого характера внутрицерковного вот, подставления щеки. Но никак не подставлять их тем, с кем ты должен воевать и защищать родину. Или, например, мать спасает сына, ребенка грудного от маньяка в автобусе, и она выбрасывает этого маньяка, скажем, там полуоткрытая дверь, убивает даже, а не то, что подставляет щеку, чтобы он ее убил сына там и других людей. Угу. И вот такой вот неординарный вопрос. Есть у меня такое вот знакомство. Супружеская пара, у них есть ребенок. Но сама суть заключается в том, что они двоюродные брат и сестра. У них замечательная семья. То есть, ну, не всегда повстречаешь, чтобы так вот уважали друг друга и любили. У них есть ребенок, конечно, с определенными проблемами по здоровью, но так или иначе они очень любят ребенка. И вот как рассматривают такую вот ситуацию церковь? Если что, вот... То, что вот, скажем так, брак с близко родственными связями. То есть у них, получается, двоюродная сестра и брат. Вот они. Церковь не благословляет вот эту вторую, третью степень. До четвертой степени церковь не благословляет браки. То есть ни двоюродные, ни троюродные не могут между собой вступать в брак. Но вот у них брак есть, дети есть, но если не болеет ребенок, то слава Богу. А ведь в большинстве случаев близкое родство приводит к уродству, приводит к болезненным детям. Так зачем такие браки заключать, которые будут потом калечить твоих собственных детей? Это же ведь и генетически подтверждено, и медицина против этого выступает. Поэтому здесь, конечно, и светская наука
вот здесь на нашей стороне, и государственные законы. Кстати говоря, и гражданские браки не заключаются с двоюродными братьями и сестрами. Это все-таки, я не знаю, что это за работники ЗАГСа, которые вот такое делают. Церковь, я говорю, вот степень родства более далекая, гражданская более близкая, но не на двоюродных братьях и сестрах. Спасибо. Задает вопрос Наталья. Такой вот длинный вопрос. Добрый день, батюшка. Обращаюсь к вам за советом. Как поступить мне в данной ситуации? Я замужем 23 года, дочери 22 года. У мужа у меня всегда были чувства, люблю его и сейчас. Я всегда была, как мне кажется, хорошей женой, несмотря на то, что он всегда любил выпить. В молодости, конечно, и разговоры были о вреде алкоголя и слезы. В трезвом состоянии один человек добрый, мягкий, но как стоит выпить, и понеслось. Из гостей не вытащишь. Да еще и продолжение надо. За все время я испробовала разные методы, ругала, молчала и вела на следующий день, как ни в чем не бывало. Постепенно выпивание переходили несколько дней, 3, 4, 5. К наркологу ходили на беседу. Один раз кодировали лет 10 назад. Но дело в том, что человек до сих пор не понимает, что он зависимый. Кодировался на 1 год. Вернее, чувство его мучает с похмелья, но через 3 дня все, он здоровый человек и проблем у него нет. Жизнь продолжается. Я понимаю, что у человека нет интереса особо ни к чему, да еще и работа непостоянная, то есть то нету стабильности никакой, а тут еще алкоголь из жизни убивает на несколько дней. При всем при этом он неплохой человек. Но я-то тоже живой человек, и все это проживаю вместе с ним. Если раньше мне на восстановление сил 2 дня требовалось, то сейчас 2 недели в себя прихожу. Естественно, душевно я вся измотана. Года 4 назад я поняла, что не могу, так больше сил нет, не успеваю восстановиться, говорю ему, что надо что-то решать. Но все так же тянется, очень хотелось бы на все плюнуть и жить спокойно одной. Последний раз после попойки 5 дней поставила ему условие: если пьешь, пей дальше, но без меня в жизни. Или я тебя протягиваю руку, и мы вместе совсем справляемся, ищем новые интересы и так далее. Он сказал, что пить он не собирается бросать, он будет это контролировать. Ты должна меня понимать, такого. Но я-то понимаю, что мозг деградирует, здоровье не вечное, нервы мои тоже на исходе. Мать тоже вся больная, переживает, и разорвать тоже отузел семейный жалко. Столько сил положила на семью. Понимаю, что ему нужно отдушно чем-то заниматься, но он ленится даже что-то начинать. Я считаю, что опорной точкой должна быть завязка с алкоголем. А уж оттуда интересы найдутся, и круг людей поменяется по интересам, и жена будет довольна и радостная, и более любящая. Он сможет полюбить жизнь, смотря на нее другими глазами, ведь ему только 44 года. Очнись, говорю, жизнь-то одна, прошу, помогите советом. Спасибо. Ну, совершенно правильно делает женщина, что ставит ультиматум, или водка, или я, да? Дело в том, что вот такая ситуация, она отрицательно действует действительно и на вторую половину. Человек постоянно в раздражении, постоянно в нервной системе. Вот как в хроническую болезнь входит у алкоголика, так и хронически может заболеть и вторая половина. Да? Но церковь помогает как и одному, так и другому. И для церкви все дети являются, и жена, и муж. И поэтому тому нужно бы, например, походить бы на курсы антиалкогольные, да, при церквях некоторых это есть общество трезвости. Как правило, алкоголики, они должны вообще прекратить пить, ни капли не пить, да, вот, и поэтому на курсах помолиться. Есть молитвы постоянного прихождения к неупиваемой чаше к иконе в храмах. И в нашей есть, у нас общество трезвости возглавляет романах Александр Митрофанов. Пожалуйста, обращайтесь к нему. Это нужно приходить, реально молиться, заниматься этими молитвами и тем, что вот предписывается. А вот супруга, она тоже человек, как она сказала, и тоже у нее терпение может кончено. Это совершенно справедливо. И в этом плане развод предусматривается. И это является причиной, праведной причиной развода. Этот человек должен это знать. Причем такие, как правило, алкоголики, они потом когда-то в конце жизни перестают пить. И такое бывает, но уже поздно, и уже как бы в безбрачии.
то он должен тоже об этом подумать хорошо, что будет одинокий. Но эта женщина тоже может быть и одинокая остаться потом, да. И такое может быть сейчас мужчин-то в 2 раза меньше. Но дело в том, что вот на каком-то этапе рекомендуется и потерпеть, вот обличать, говорить, увещать, но и терпеть, потому что любовь, она покрывает и такой грех, как пьянство. Человек любит, и он компенсирует этой любовью вот этот большой такой пробел, казалось бы, счастья, да. Ну а где человек не терпит? А над тем же маленькими детьми, да, родили, значит, день и ночь не спать, менять пеленки, скажем, там, ухаживать и так далее. Это такая страда. И действительно, коль вот такая помощь алкоголику нужна мужу, то женщина какое-то время, пока еще любовь теплится, а любви как учится, да, в течение всей жизни, также и любовь, она уходит. Собственно говоря, она первоначальная любовь, она страстью является. Потом она только переходит в настоящую любовь. Вот перейдет она в настоящую любовь или нет, неизвестно. Но все время, когда человека второго, алкоголика, к этой любви призывают, он тоже учится. И учится тем, чтобы воздерживаться от пьянства. В конце концов, перестает пить. Но это обоюдное прихождение к такому понятию совершенной любви в супружеской паре. Но коль вторая половина совершенно не может терпеть, может бросать. А в то же время и этот алкоголик, можно так сказать, потому что это безымянно, мы сейчас называем, оскорблением не является, да? Анонимный алкоголик, он пусть знает, что обречен на такую одинокую старость, конечно, это очень печальный путь. Вот, поэтому надо серьезно подумать о том, чтобы совершенно ни капли не пить в дальнейшей жизни. Угу. А вот есть такая процедура, как кодирование. Приветствуется ли это церковью? Ну вот сейчас вот женщина задавала вопрос как раз, что ничего не помогает, в том числе и кодирование. Кроме того, что кодирование не помогает, и оно какой-то кратковременный срок имеет, а кроме этого еще и является и грехом. Это насилие над волей человека, кодирование путем прихождения к тем, кто гипнотизирует. Гипноз не является, не признан церковью гипноз. Поэтому это такое, к разряду экстрасенсорики, вот туда относится колдовству, чародейству и так далее, обаяние, осязание. Поэтому нужно иметь в виду, что кодироваться нельзя, что это грех, и что это не на постоянно. Закодируется человек, а потом еще пуще прежнего начинает пить. То есть кодирование не приведет вас к тому, например, что может привести в течение жизни постепенный выход из алкоголя. Или резко человек по своей воле перестанет пить, или постепенно он это разучится, но не путем кодирования. Угу. Вот многие, чтобы получить, так скажем, психологическое успокоение, записываются в разные секции, так скажем, по йога и вот разные вот такие вот вещи. Йога вообще приветствуется церковью или наоборот противится? Йога, она не признается церковью, она на первой стадии типа спорта. Вот, это еще не страшно, но когда начинаются вот именно оккультные места и молитвы, то это, конечно, грешно. Так же, как и многие другие вещи оккультного характера. Человек говорит, ну а что, здесь ничего такого пока нет. Я говорю, ну так пока нету. Но если мы знаем, что это пока нету, и будут потом произноситься молитвы вот какому-то там богу Олимпу, то, конечно, это же грешно. Конечно, грешно. И в спорте должна быть православная молитва, но никак не к олимпийским богам и к этим бесам всем. Поэтому призываю здравомысленно вести здоровый образ жизни и быть православными, то есть правой славы Господу. Угу. Спасибо вам, Владыка, за продуктивную беседу. А вы, дорогие телезрители, на этом наш выпуск завершен. В ближайшее время мы планируем выйти в прямой эфир «Перископ», поэтому в скором времени, возможно, мы встретимся с вами в прямом эфире.
А вы задавайте нам вопросы через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». До новых встреч! Спаси, Господи, с ангелом-хранителем.